Сегодня хочу поговорить про холодную ферментацию, что она дает для теста и где используется. И почему некоторые виды выпечки абсолютно невозможно получить другим способом, кроме как с помощью холодной ферментации. Яркий пример теста с холодной ферментацией, хорошо всем известно, это, конечно же, итальянская пицца настоящая. Вот, хочу показать вам пример настоящего хорошего теста для пиццы. Оно сделано с помощью холодной ферментации. Здесь очень хрустящая тонкая корочка. Внутри абсолютно не забитые большие поры теста. Оно очень-очень вкусное, нежное. Ничем не отличается, как в очень дорогой, хорошей итальянской пиццерии. Готовить такое холодное тесто для пиццы абсолютно несложно. Просто нужно иметь время, порядка где-то 12 часов хотя бы. То есть, если вечером вы поставите тесто для пиццы на холодную ферментацию, то утром можно будет уже печь. В ледяную воду я даже добавляю туда, чтобы остудить ее, кусочки льда. Раскрашиваем дрожжи. Все хорошенечко перемешиваем, но в теплое место не ставим, а сразу добавляем муки и замешиваем тесто. Не густое и не жидкое, такое липкое, вязкое. После этого миску оборачиваем 2 раза пищевой пленкой и убираем в холодильник на 12 часов. Все, завтра утром можно будет уже печь. Так что же в итоге холод дает для теста? Почему брожение в холоде улучшает вкусовые качества выпечки? Как холодные температуры влияют на вкус и аромат выпечки? Для чего применяют холодную ферментацию и что хотят получить, используя этот метод расстойки в холодильнике? И самое главное, какие преимущества выпечки с холодной расстойкой? Сейчас все разберем поподробнее. Как многие уже заметили, холодная расстойка сильно влияет на выпечку в целом. И на вкус, и на аромат, и на поры мякиша. Выпечка, которая или растаивалась, или бродила после замеса в холоде, имеет благородный пшеничный вкус и аромат, практически лишенный заквасочной кислинки, а поры его зачастую имеют более открытую, крупную структуру. Ярким примером служит тесто для пиццы. То самое, которое мы привыкли вкушать в хорошей итальянской пиццерии. Кстати, от такого теста не полнеют, потому что тесто хорошо созревшее. Если делать пиццу по всем правилам, выдерживая холодную расстойку в 48 часов, то можно не переживать за фигуру. Вот почему итальянки не полнеют. В созревшем тесте при холодной расстойке много белка и очень мало углеводов. Кусочек пиццы могут позволить себе даже те, кто тщательно следит за фигурой, а вкус и вид такой выпечки с холодной расстойкой непередаваемо прекрасен. Причина проста. При низких температурах кислоты в тесте накапливаются очень медленно и в относительно небольшом количестве, в то время как дрожжи и ферменты муки проявляют очень большую активность. И выходит так, что тесто медленно разрыхляется и зреет ощутимо, не накапливая кислот. Скорость брожения, конечно же, тоже зависит от нескольких факторов. На скорость брожения влияет температура, состав теста, то есть наличие и отсутствие цельнозерновой муки и процент закваски, опары, который вы внесли в тесто. Это касается и теплой, и холодной расстойки. Действуют те же правила. При 5 градусах тесто будет бродить значительно медленнее, чем при 8-10 градусах, а тем более, чем при комнатной температуре в 23-25 градусах, где она просто созревает на глазах. В контексте холодной ферментации мне больше нравится выбраживать хлеб в температурном диапазоне 8-10 градусов. Так за 10-12 часов за ночь практически любое тесто с 20% закваски успевает очень хорошо подойти, и можно его выпекать. Но учтите, обычную муку с 9-12% содержанием белка, как написано на упаковке, не рекомендуется выбраживать более 24 часов. Для 48-часового брожения следует использовать муку с 24 содержанием белка твердых сортов. Вот так фактически выглядит тесто перед тем, как я его сейчас уберу в холодильник. То есть в самом конце я добавляю оливковое масло и так уже домешиваю до полной консистенции. Вот оно вот так вот чавкает. Собственно, оно такое и должно быть. Уже практически не будет липнуть даже к рукам из-за масла. Сильно долго вымешивать не стоит, потому что консистенция у него довольно-таки мягкая, и оно совершенно спокойно подойдет. Потом уже утром, когда вы его раскатаете, а лучше раздвинете руками, потому что скалка сильно выбивает воздух. Вот. Потом уже добавите, слегка припорошите мукой для такой консистенции, которая будет у вас легко уже принимать форму пиццы или какого-то другого изделия. Кстати, вот из этого теста можно печь просто очень вкусный хлеб чиабатта. Будут там огромные дырочки, все как мы любим, хрустящая корочка, просто великолепный аромат и вкус. То есть его можно взять с собой, можно на хлебе чиабатта делать великолепные бутерброды, к которым мы привыкли, а можно запекать
просто этот хлеб с сыром, с ветчиной, с помидорами, вообще с любой абсолютно начинкой, привычной вам и желанной, с розмарином и оливковым маслом очень вкусно, с оливками отлично, с сыром, моцарелла. Так что приятного всем аппетита. Надеюсь, мы этот вопрос о холодной расстойке раскрыли. До свидания.